Друзья, приветствую вас. Давайте рассмотрим основные наши бумажки и что нас ждет в среду. Индекс доллара у нас начал двигаться. Вот у него на месячном графике растущий тренд, вот этот вот канальчик. Вот, и он немножко как бы отвернулся и перешел вот в такую консолидацию. Вот, но здесь он неоднократно пытался развернуться. Вот раз, два, три, четыре. Вот, но никак эти развороты у него что-то не получаются. Так, если посмотрим недельный график, то здесь у нас получается, вот он пришел на сильный уровень. Здесь начал проторговываться, и, соответственно, обычно эта модель, она приводит к росту. Ну, как минимум, вот до ближайшего сильного уровня. Вот, и может быть даже на перехай. Поэтому по индексу доллару ситуация совсем пока не до конца понятна. То есть он растущий канал так пока и не разорвал. То есть он вполне может сходить наверх. Это, соответственно, приведет к ослаблению основных валют против доллара. Так, ну и вот дневной график. Ну, дневной график показывает, что он действительно бодро пошел вверх. Вот здесь у него есть цель 98.11, сильный уровень 98.26. Поэтому сейчас, в ближайшее время, достаточно высокая вероятность, с моей точки зрения, что индекс доллара будет расти. По крайней мере, вот до этого значения, а дальше, если будет пробой на растущих объемах, пойдет на перехай вот сюда вот. Чем это чревато? Это чревато тем, что будет ослабляться евро, будут ослабляться основные валюты к доллару и будет ослабляться рубль к доллару. Вот, соответственно, вот такая динамика в ближайшее время может возникнуть. Здесь тем более двойное дно нарисовалось. Вот. И завершение этой модели – это достижение 98.25. Это к вопросу о курсе рубля по отношению к доллару в ближайшее время. Так, дальше следующий у нас инструмент – это нефть. Вот смотрите, по нефти здесь очень интересная ситуация. Вот у нее есть такой волшебный уровень 63,3. Вот она, когда снизу приходит после какого-то движения длительного, она, соответственно, его когда касается, она его пробивает. Вот. И, соответственно, если она сверху вниз идет к нему, она его менее охотно пробивает. Она часто задерживается, чтобы потом вернуться. Вот видите, вот здесь она пробила. Потом здесь она его не пробила, когда сверху шла. Потом пыталась пробить сверху вниз. Но эта проторговка не очень долгая была. Опять пошла, стукнулась и тут его пробила. То есть все время этот уровень, она чаще его пробивает вверх, чем пробивает, идя сверху вниз. И, соответственно, здесь получается, когда она сверху вниз его пробивает, то она торгуется под ним меньшее время, чем когда пробивает сверху. То есть выше него она находится охотнее. Вот, соответственно, что здесь получается? Вот у нас на протяжении какого-то времени нефть была зажата в диапазоне 58,2-63,3. Вот, сейчас она опять подошла пробивать после определенного нахождения внизу, ну, более или менее длительного, подошла пробивать 63,3. Вот, соответственно, ну, здесь просто по логике движения и по вероятности она должна его пробить и, соответственно, уйти наверх, как минимум 65,1, возможно 68. Если мы поставим дневной график, то смотрите, вот здесь какая интересная картинка получается. Рынок любит повторение подобных картин, фракталов. Вот здесь вот был определенный фрактал. Вот он, видите? Раз. Вот. И сейчас нарисовался похожий фрактал вот здесь вот. То есть, скорее всего, вот разрешение вот этого движения будет выход наверх. Это наиболее вероятный сценарий. И не исключено, что он будет выход с гэпом. Но вот по аналогии, как здесь была атака дронов, здесь может быть тоже какое-то событие, и, соответственно, он повторит это движение. Но, может быть, оно будет не такое сильное. Вот, но, тем не менее, скорее всего, по образу и подобию что-то здесь произойдет. То есть, какое-то такое отрывистое сейчас снижение в рамках канала растущего. Вот куда-то сюда на 67. 65. И после этого, скорее всего, ситуация как-то повторится. Будет гэп или будет какое-то резкое движение и, соответственно, пробьет 65, уйдет на 68, 67,8. Вот сюда вот отрабатывать эту цель. Так, ну и, соответственно, у нас на завтра, для того, чтобы эта модель, она максимально вероятно реализовалась, скорее всего, нефть должна немножко скорректироваться, сходить вниз. Вот сюда вот 61,7 и 60,7, 60,8, вот сюда вот. То есть здесь вот есть определенные уровни,
который этот канал держит. Так, и вот, соответственно, в рамках этого канала она двигается. То есть вот фракталы 2 и, соответственно, канал. То есть здесь для нее более логично сейчас скорректироваться. Вот 67 сходить. Вот, и потом уже либо гэп, либо какое-то быстрое сильное движение, выход на 65-68. Ну, не знаю, добьет ли 71,9, как здесь было. Но 65-68, скорее всего, мы сходим. Очень большая вероятность. Вот. Ну и, соответственно, снизу все уровни нарисованы. То есть, если идет вниз падение, то первое, что будет останавливать 58,2. Вот она здесь. И потом, соответственно, 57,5, 57 и 55,8. Вот. Но, скорее всего, сейчас больше вероятности того, что она пойдет вверх, но после небольшого корректирующего движения на 60,5 куда-то сюда. Так, смотрим дальше. Дальше у нас наш дорогой доллар идет. Ну, смотрите, вот здесь на самом деле сейчас ситуация складывается вполне предсказуемо. Вот он еще может сходить на 63,95. Вот сюда вот. Это USD Tomorrow, недельный график. Вот. Ну, конечно, возможно движение и сюда вот на 62, 61,8. Но с моей точки зрения вероятность этого движения, она не очень высокая. То есть здесь вот уже начинаются активные покупки Центробанком там и так далее. И поэтому, скорее всего, сюда его не запустят. У нас выгодоприобретатели всего это крупные корпорации-монстры, экспортеры сырья. Им не нужен дешевый доллар. Им выгоднее, когда дорогой доллар, чтобы они на него здесь могли больше рублей приобрести и, соответственно, этими рублями здесь расплатиться, потому что издержки в рублях. Вот, и поэтому я думаю, что, ну, скорее всего, мы вот ниже этого уровня 62,5, 62,55 мы не пойдем. А вообще наиболее вероятно, что мы вот где-то здесь 62,96, вот здесь вот развернемся, вот этот консолидационный излом отработаем, вот, и не доходя вот до конца вот этого объемчика 62,87 чуть-чуть, вот, скорее всего, здесь где-то будет разворот, и после этого пойдет рост доллара. Вот, ну, я внутри дня операции делаю, там иногда изредка переношу, поэтому у меня может быть своеобразное видение этого процесса. Вот. Но с другой стороны, как бы я не вижу особых факторов для укрепления рубля дальнейшего. То есть вот если нефть, конечно, она улетит на 71, тогда да, тогда вполне сейчас можем и, если вот пробьем этот уровень 61,26, можем и вообще улететь вот сюда вот на 59,2. Вот. Но мне кажется, пока такой сценарий, он маловероятен. То есть вот 62, вот здесь вот этот предел, а скорее всего где-то здесь сейчас будет разворот. Ну, это даже ориентируясь на индекс доллара, на то, что он начал расти. То есть я думаю, сейчас вероятность укрепления рубля дальнейшего, она не очень велика. Так, то, что касается рубль-евро, сейчас одну секундочку. Так, ну у нас как бы евро сейчас несколько ослабился против доллара, но здесь есть другой момент. Вот смотрите, вот здесь был набор позиций, консолидационный излом. Соответственно, вот здесь они набрали, выстроили, здесь раздали. Соответственно, сейчас цена вернулась вот на этот набор позиций, на эту консолидацию. Соответственно, вот такие модели чаще всего разрешаются обратным движением в направлении от предыдущей консолидации. Вот. Соответственно, здесь, если не будет никаких очень резких движений по паре доллар-евро в части ослабления евро и не будет значительного роста нефти, там 70, 71, 75, то вот либо от этого уровня, либо максимум вот от этого 69,9 мы отскочим, и евро будет укрепляться относительно рубля. Вот. Но в том случае, если будет какой-то трэш по валютной паре доллар-евро, то есть евро существенно ослабнет против доллара, но я думаю, сейчас вероятность не очень высока. Скорее всего, все-таки евро, оно либо будет консолидироваться, либо оно будет укрепляться к доллару. Вот. Но в ближайшем будущем, до Нового года. Вот. Единственное, только надо посмотреть, как разрешится вот эта ситуация с индексом доллара. То
То есть по логике вещей вот он сейчас сюда сходит, и после этого он должен начать снижаться, и соответственно евро будет укрепляться при таком движении. Так, соответственно по евро я ожидаю, что евро-рубль скорее всего будет укрепляться. То есть вот где-то здесь произойдет разворот, и соответственно евро пойдет вверх. Вот. Ну и вероятность того, что рубль будет укрепляться к евро, я думаю, 30%. Вот, соответственно, то есть если вот уйдет в этот диапазон и пробьет вот этот вот сигнальный уровень 69.91, тогда, скорее всего, на 68.5 будет движение пары рубль-евро. Но я думаю, вероятность такого сценария, она на 30%. То есть нельзя сказать, что он невозможен, он возможен, но он менее вероятен. Вот, я думаю, все-таки более вероятно укрепление евро против рубля. Ну, даже опять же, если на опционы полагаться, то есть ставки опционов от 75 рублей за евро на середину декабря. Вот. Но это не идеальный показатель, но тем не менее это один из факторов. Плюс достаточно большая рублевая масса высвобождается под конец года. Она идет на различные проекты, на закуп импорта. И, соответственно, это будет давить рубль против доллара и евро. Даже если вот сейчас в декабре мы будем здесь колебаться и сходим на оранжевый вот этот вот уровень, я думаю, в декабре будет возвратное движение в части укрепления евро против рубля и доллара против рубля тоже. Так, вот НЛМК. Но смотрите, товарищи, вот у одного из подписчиков был вопрос, что мне делать, усредняться или нет там по НЛМК. Но я не могу за вас решать. Вы должны сами для себя решить, как вы будете действовать. Если вы долгосрочный инвестор, который купил и забыл на годы, десятилетия, тогда вас вопрос усреднения вообще не должен волновать. Если вы спекулянт, вы уже когда сделку открываете, вы должны для себя очерчивать. То есть, когда вы, какой убыток вы готовы понести и какую прибыль за это вы хотите получить. И поэтому такого вопроса его быть не должно. То есть, если вы заходите, вы, соответственно, у вас уже должен быть план и четкая цель. И здесь никакие повторения за кем-то, они не решат главного вопроса, потому что рынок – это психология. И пока вот вы как бы сами с собой не настроите себя, не разберете, ну, как бы свое видение, свое понимание, то есть, ну, не будет положительного мат-ожидания в торговле. Надо вот именно для себя сделать выбор, как вы торгуете. То есть, либо вы спекулянт, либо вы инвестор, либо вы долгосрочный инвестор. И уже исходя из этого расставлять цели и приоритеты. И автоматически, чтобы сразу выставлялись стопы и тейк-профиты. Потому что если это не делается, то жизнь на рынке будет недолгой. Это я вам железно говорю. Так, ну по поводу НЛМК, это недельный график. Вот смотрите, сейчас очень вероятно движение на 147, вот сюда вот 147,3. Вот, если, соответственно, рынки будут расти и позитив продолжится, я думаю, в ближайшее время, там месяц, мы увидим движение сюда. Но, обращаю ваше внимание, если вот он опять возвращается сюда, в этот диапазон 126,9, 124,3, то вот это поступательное движение наверх, оно ломается. И, соответственно, акция переходит в консолидацию и дальнейшее падение на 112,5. Так, ну давайте еще дневной график на всякий случай посмотрим. Дневной график указывает, что вышла она из этого диапазона и сейчас будет рост. Первая цель это 141,5 и потом сюда вот 147, 147,3, 148, вот этот диапазончик. Вот. Ну и если совсем все хорошо будет, то пойдет вот этот гэп закрывать на 170. Вот. Но в любом случае здесь вот движение, когда начинается, волну поймали, надо сразу стоп и тейк профиты двигать вслед за движением. То есть вот сюда он пошел, вы, допустим, изначально ставили сюда тейк профит и стоп-лосс под этим уровнем. Вот он вышел в этот диапазон, вы сразу тейк профит хотя бы у 50% позиций подняли, допустим, сюда, и стоп у всех подтащили. То есть это нужно для того, чтобы вы в любом случае вышли в плюс, и хотя бы 50% вы уверенно забрали прибыль. Вот остальные 50% можно подвинуть тейк и стоп двигать выше. Вот. Но просто чем выше вы двигаете стоп, тем больше вероятность того, что будет противоход.
и вас заранее выведет из игры, вы всю прибыль не заберете. Но с другой стороны, если вы стоп двигаете в направлении движения, вы уходите с прибылью. А это самое главное, уходить с кэшем с рынка. Потому что бывает так, что там человек там тейк поставил, там опа, она там пошла, там показала 5-10% депозита. Но стоп у него стоял там минус 2%. А потом назад вернулась, хоп, стоп сорвала, и получается вроде как и цифру большую показала, и без денег ушел. Вот это недопустимо. Поэтому и тейк, и стоп надо двигать в направлении движения, чтобы всегда стараться выходить с прибылью из сделки. Так, это вот касательно НЛМК и концепции. Кстати, по поводу шпаргалки. Так, вот что у нас здесь получается по НЛМК? По НЛМК нет консенсуса, то есть крупные игроки как покупали, так и продавали. Вот, по Русгидро. Так, ну вот табличка, вы можете ее сделать принтскрин. Я ее в Телеграме выложу, чтобы она у вас была под рукой завтра с утра. Вот, исходя из нее принимать решение и действовать. Ну, смотрите, вот на самом деле у бумажки очень хороший потенциал для движения. Вопрос только в том, как он раскроется. Это связано с тем, какой будет фон, внешний фон, внутренний фон. Вот, потому что бумажка, она уже достаточно давно внизу поторговалась. Вот, фундаментально у нее есть потенциал для роста очень хороший. Вот, есть масса уровней, которые она вверху оставила и к которым она будет стремиться идти и отрабатывать. Вот, в частности, ближайший уровень 54, 53,90. Вот сюда вот. Вот эту цель он отработал, которую мы с вами ранее рисовали. Сейчас, одну секундочку, дневка загрузится. Вот у нас была вот эта цель, он ее отработал, закрыл. Соответственно, мы ее можем удалить. Следующая цель вот сюда. Вот, соответственно, здесь акция, скорее всего, начала движение. Вот, если она не вернется вот сюда на 50-57 на растущих объемах, то это движение, скорее всего, продолжится. Вот сюда наиболее вероятно, что она в ближайшее время дойдет. И следующая цель у нее будет 57.04. Вообще, как бы бумажка, она очень мощно выстоялась. И при отсутствии негатива даже на рынках, то есть, скорее всего, вот эту бумажку ее будут толкать, будь здоров, вверх. Вот. У нее прям цели вот идут вплоть до 75.92 и 93,68. То есть у нее потенциал для роста очень хороший. Вопрос только в том, какой будет фон, внешний, внутренний, и не будет ли каких-то негативных корпоративных новостей по ней. Так, то есть у нее картина как раз вот этот каркозябра разворотная рисуется с очень мощным потенциалом движения наверх. Вот. Но если она вот возвращается под 50.18, то, скорее всего, вот это движение наверх, оно будет перечеркнуто. Вот. И обращаю еще раз внимание, если вы удачно зашли в бумагу, она начала расти, вслед за движением двигаем тейк и стоп. Это обязательно железно надо делать. Может быть, вы не получите максимальную прибыль, но вы уйдете с прибылью, а это самое главное. Так, следующая наша бумажка – это ВТБ. Но по ВТБ здесь картина тоже складывается очень позитивно. Если Америка нас не подведет, а Америка и нефти продолжит рост, то по ВТБ, соответственно, мы увидим прострел вот этот 45. Как только прострелим на растущих объемах, ближайшая цель 47 318 вот сюда вот. То есть у него две ближайшие цели: 47 318, 47 216 и 52 992. Вот. Если фон позитивный, все хорошо, то, соответственно, бумажка, она вот эту каждую цель должна преодолеть на растущих объемах и идти вверх. Но если она вот сюда вот возвращается и на повышенных объемах пробивает 42 660, то, скорее всего, вот эта вот фигура, прямоугольный треугольник и растущий выход, они не будут реализованы. То есть они сломаются, и бумажка вернется в консолидацию от 41 954 до 43 845. Или вообще, то есть она сломает растущий тренд и пойдет, соответственно, назад вниз вот сюда на 38 792. Но сейчас как бы при благоприятном внешнем фоне растущей нефти очень высоки шансы на то, что бумажка отстрелится и вот эти цели как минимум отработает. Может быть, даже еще выше уйдет. Так, следующая бумажка у нас, так, Россети.
Так, крупные игроки во второй половине дня тарили. Ну, под закрытие уже. Но смотрите, друзья, вот здесь идет классический набор позиций в консолидации. То есть бумажку ее заряжает позитивной энергией, чтобы она выстрелила. Вот ее здесь, в принципе, внутри дня можно покупать. Но стоп, правда, конечно, будет очень длинный, вот где-то сюда. 1,1661. Вот, ну и, соответственно, прицел, вот этот вот сигнальный уровень 1,1991. Если его пробивает на растущих объемах, то, соответственно, здесь лучше тогда стоп и тейк двигать наверх, потому что следующая цель движения, скорее всего, будет 1,25 вот сюда вот. Ну, как бумажка, видите, вот очень мощно выстояла здесь, набралась энергии. Вот, если не будет никакого негатива, то, соответственно, ее, скорее всего, будут вверх толкать. Ну, то есть сначала уходят вверх, скажем так, наиболее сильные, наиболее ликвидные бумаги, там вот Лукойл, Сургут, Газпром. Вот. И сейчас как бы если остается позитив на внешних рынках по нефти, то, соответственно, будут вытаскивать те, которые идут во втором ряде. Не второй эшелон, это тоже первый эшелон, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, но которые как бы менее ликвидные и которые будут разгонять вслед. Вот, поэтому если бумажка вот не уходит на 1,1598 на растущих объемах, то, скорее всего, ее либо сразу сейчас будут вверх заталкивать, либо она еще какое-то время в этой консолидации пробудет и после этого улетит наверх. Следующая бумажка у нас магнит. Так, сейчас, одну секундочку, давайте посмотрим. Так, магнит, его крупняк на закрытии лил. Но здесь вот на самом деле по магниту наконец-то 3300 отработали. Вот, и бумажка дорисовала разворотную формацию. Единственное, на закрытии крупняк отливал магнит. Вот, и поэтому здесь, ну, я думаю, имеет смысл, если его покупать, то он должен сюда как минимум вернуться на 3332. Может быть, даже вот куда-то сюда на 3318. И отсюда вот имеет смысл покупать, ну, соответственно, со стопом где-нибудь 3300 или 3290. Вот, но в целом, как бы, бумажка, она нацелилась на то, чтобы расти. То есть сходить вот сюда вот на 3500 и выше. То есть вот у нее сейчас оформилось движение. Вот здесь уже как бы четко видно. Вот здесь вот был прострел, растущая свеча на растущих объемах. Вот поджатие было и дальше отталкивание от сильного уровня и пошла расти на растущих объемах. То есть здесь вот сейчас уже прослеживается, что вероятность роста она, ну, процентов 60-70. Вот. И здесь уже можно сделки спокойно открывать, если вы этой бумажкой занимаетесь и внутри дня, и с перспективой там, на несколько дней, на неделю. Я думаю, здесь уже можно действовать. Но надо всегда помнить о том, что ставить стопы и take профиты. Потому что без этого трейдинг он превращается в сплошные потери. Вот. И, соответственно, она пойдет вверх, если вы волну поймали. И стоп, и тейк двигаем вслед за движением цены для того, чтобы максимальную прибыль зажать. Так, ну по Яндексу у нас что получается? Смотрим шпаргалку. Яндекс выкупали на закрытии и вечером. Но здесь действительно вот дневной график. То есть вот здесь формируется растущий канал. Вот, соответственно, последняя свеча с гэпом и на растущем объеме. Поэтому здесь, судя по всему, крупником идет набор позиций. И действительно бумажку погонит вот сюда, вот 2250-2300. Так, но здесь вот в этой ситуации, сейчас, одну секундочку, давайте я часовой поставлю. О, вот отлично. Вот смотрите, как здесь можно действовать. Если внутри дня, можно, конечно, вот купить откуда-то отсюда. То есть, либо вот, ну, скорее всего, он здесь где-то откроется, либо, может быть, немножко откатится вот сюда. Но в этом случае стоп будет очень большой. Вот, и, соответственно, тейк будет за 2250 вот сюда вот куда-то. Вот. Можно в игру не включаться, а подождать, пока сюда сходит. Но если сюда не сходит, тогда, соответственно, возможность будет упущена. Вот здесь консолидация. И, соответственно, скорее всего, бумажка, она вернется вот на этот уровень 2132. Вот, и потом она, соответственно, будет двигаться наверх. Просто это может быть резкое движение вниз, и потом, соответственно, она уйдет наверх. Но здесь вот четко прослеживается, что сейчас она идет вверх. Идет вверх, но, скорее всего, я думаю, она идет вверх вместе со всем рынком. То есть с Америкой, с нефтью и с нашим рынком. То есть вот по этой бумаге я вижу очень большие
риски в части ограничения ее в обороте, любой объект, ограниченный в обороте, он сразу значительно обесценивается. Вот. И поэтому торговать внутри дня этой бумажкой, пока у нее идут большие объемы мощные, это, ну, в общем-то, good. Но на какой-то срок продолжительный я бы ее не стал покупать, потому что вот такой риск ограничения в обороте, он сводит все плюсы на нет. Все, дорогие друзья, спасибо за внимание. До свидания.